Ну и теперь давайте подберем цвет. Самое интересное, самое такое нужное. Перед тем, как работать акварелью, мы подберем цвет. Итак, начинаю с желтеньких. Ну, вообще, на самом деле, цветовых решений много. И вот в той работе, которая выполнена 2 года назад, фон я выполняла сиеной, натуральной сиеной. Сегодня я захотела сделать на таком травянисто-желтоватом фоне, поэтому я выбираю кадмий желтый или кадмиум фри, какой-нибудь желтенький, короче говоря. Далее мне понадобится обязательно какой-то розовый, потому что фиолетовый у нас соцветие, мы будем фиолетовый намешивать из розового и синего. Поэтому посмотрите, сейчас я взяла карминовую, это розовый, можете взять розовый хинокридон, тоже будет замечательно. И взяла синенький, в данном случае это ультрамарин. Вообще вот что розовый хинокридон, что карминовая с ультрамарином дают потрясающие оттенки. Мы будем ими пользоваться вовсю, мы будем их уводить в сторону розового, будем уводить в сторону синего, будут прекрасные. Фиолетовые лепестки, они не будут однотонные, они не будут скучные. Вот, посмотрите, они у нас будут прямо светиться и сиять, поэтому мы используем 2 оттенка. Ниже я показала, как они уже смешиваются друг с другом. Далее я беру зеленый. В данном случае будет зеленый использоваться вот прям зеленый, он так и называется от нескольких палитры, цвет зеленый. Если мы в этот зеленый будем добавлять какие-то цвета, оттенки из нашей палитры, например, желтенький, вот я сейчас добавила, то уже будет получаться такой более солнечный и жизнерадостный цвет. Если мы туда розовенького немножко добавим, он пойдет в сторону уже сероватого и даст такой более приглушенный зеленый цвет, очень интересный. Мы сегодня будем рисовать перелески, наши лесные цветы не на зеленой солнечной полянке, траве, а в лесу. Поэтому они у нас будут вот на таком приглушенном фоне. Там где-то будут и иголки хвойные, и где-то пожухлая трава прошлогодняя. То есть вот такое разнообразие. И поэтому нам нужны оттенки зеленого вот в такой огромной палитре. Посмотрите, из одного зеленого сколько получилось разных оттенков. Также для затемнения, то есть вот где-то внизу, в нижней части наших перелесков, откуда они растут, нужны какие-то теневые моменты, поэтому нам нужен обязательно какой-нибудь темный такой цвет. Я беру свой любимый индиго. Мы будем добавлять индиго, опять же, и в наш зеленый, и в наш розовый, и будут получаться интересные зеленоватые, сероватые оттенки. Ну, для подстраховки можно взять еще чуть-чуть сепии. Ну вот в данный момент сепией практически пользоваться и не буду здесь. Ну вот, пожалуй, все цвета, которые нам нужны. Итак, это желтый, розовый, синий, индиго, зеленый. Ну и пусть у вас будет под руками сепия. Этих цветов нам будет достаточно для выполнения сегодняшней работы. Но опять же, повторюсь, если вы возьмете, например, для фона сиену, это будет супер шикарно. Давайте приступим уже к работе с акварелью. Работать я буду сегодня не по увлажненному с 2 сторон хлопковому листу, как это можно часто заметить, так делают. Я работаю по сухому. Сначала я немножечко намешаю цветов, которые мне понадобятся. Начну я вот как раз-таки работу с фоном, и одновременно кое-где нам придется выполнять работу с бутонами, но все-таки намешиваю сейчас фон. Я беру свою зеленую. Я беру желтенькую, и кое-где мы будем добавлять такие вкрапления розового цвета, что даст вот такие вот как бы оранжеватые оттенки вот здесь. Поэтому на палитре у вас должно быть много цвета намешано. Берем толстую кисточку, если у вас формат не маленький, у меня это чуть больше А4, да, то должно быть такая кисточка толстая, краски много, мы ее не жалеем, но и воды не жалеем. Не должен фон быть глухой. Смотрите, плоская сейчас толстая кисточка, не обязательно это делать плоской, но мне удобно это делать плоской кистью, можно флейцем. Смачиваем лист бумаги, но мы смачиваем не весь, а мы обходим те цветы, которые будут в фокусе. Смотрите, есть цветы, которые у меня размыты, да, они такие на заднем немножечко плане, я про них еще буду рассказывать. А есть цветы в фокусе, поэтому вот эти бутоны мы должны обойти водичкой очень хорошо. Но даже вот водичкой это не обязательно их обходить, но вот эту часть мы смачиваем, не затрагивая бутоны. Я прикрепляю, кстати, видите, у меня рамочка получается, работаю малярным скотчем.
И у меня она никуда не денется и не деформируется. Видите, я ее не выпрямляла, она ровненькая. Плотность бумаги 300 грамм на квадратный метр. Это тоже мне позволяет работать, не задумываясь о том, что сильно работу поведет. И вот так вот добротно я смачиваю вот это все дело водичкой чистой, обходя вот эти 3 бутона. Ну и вот эти, в принципе, тоже можно обойти. Но если не обойдете, ничего страшного. Если у нас краска затечет туда, куда не надо, мы просто салфеточкой это все быстренько вымокнем. Смочили водой. И теперь берем в руки толстую какую-нибудь кисть. В данном случае я могу работать либо белкой, либо белкой микс. Я очень люблю работать белкой микс. У меня это кисточка Посейдон белка микс. И вот так, смелыми движениями я начинаю заливку фона. Не пугайтесь, что она может быть немножечко темнее, чем желаемое. То есть и надо сделать немножечко темнее, потому что после просыхания, посмотрите, как сильно она у меня посветлела. Вот такими хаотичными движениями, не стараясь сделать однотонную, ровную заливку или какой-то ровный градиент, это лес, да, он в расфокусе на заднем плане, но он у нас вот такой вот разнообразный. Мы заливаем. Где-то я с палитры беру лужицу, где у меня больше зеленого. Где-то я беру, где больше желта. Кое-где прямо на бумагу могу добавить розоватых оттенков, чтобы у меня было разнообразие, чтобы не было скучного, безликого, однотонного, плоского фона. Этим я всем пользуюсь. Можно покапать водички, прямо чуть ли не чистой воды или прям чистой воды покапать на тот фон, который уже изображен, ну, даст интересные такие переливы. Если вы работать будете на целлюлозе, то это будут вообще такие красивые потом разводы. Ну, хлопок это сгладит, но тоже будет интересные переливы. И вот сейчас тот момент, когда мы должны в руках держать не просто толстую кисточку, но и кисточку, имеющую острую, качественную вершинку. Это нам позволит, посмотрите, обойти лепестки наших цветов. Мы не обходили их четко водой, а вот сейчас обхожу я уже краской. Мы не должны зайти на бутоны, чтобы они у нас получились в итоге светящимися и красивыми. Это очень тут надо сделать аккуратно. Там, где вы хотите сделать размытые, расфокусе бутончики, там мы тоже стараемся сильно зеленью не заходить. Лучше зайдите просто водичкой. Вот здесь, видите, у меня почти не было фона. Можно, если вы хотите куда-то еще сюда, можно просто водичкой сделать это место. И потом покажу, как сделать размытый вот этот бутончик расфокусе. Вот этот бутон, который я рисую сейчас, он у нас в фокусе. Он четко прорисован, четко обрамлен фоном, поэтому я его очень хорошо должна сейчас качественно обойти нашим фоном. Периодически поглядываю на референсы, смотрю, как там выглядит фон. Может быть, сделаем имитацию каких-то там на заднем фоне деревьев или листиков, или еще каких-то других, возможно, цветов. То есть тут фантазия наша не знает границ. Получится очень даже интересное решение. Если вы сделаете на заднем фоне какие-то еще очертания, вот полуразмытые, потому что фон у нас задний, он у нас не в фокусе. И чтобы сделать те объекты, которые за нами не в фокусе, вот сейчас самое время, когда мы работаем над фоном по сырому. И ухожу на водичку. Если вы не успеваете сделать сразу все, не успеваете покрыть весь фон, уйдите на водичку, потом после просыхания можно будет вернуться. Это хлопок, он позволит нам это сделать, не обязательно делать все в один присест. Если у вас зашла краска фона на какой-то объект, который не надо, на какой-то маленький бутончик, который сложно обойти, или на цветок, который будет частично в расфокусе, частично, да, листики в фокусе, листики не в фокусе. Мы берем бумажное полотенце, салфетку бумажную и вымакиваем тот участок, который нам надо освободить от краски. Это можно прекрасно сделать в данный момент, пока краска не высохла. Как только у вас фон высох, туда лучше вообще не соваться, ничего не трогать, потому что у нас уже
ничего не выберется оттуда краска, так как нам хотелось. Ну, немножечко можно, конечно, будет, но не сильно. К низу мы должны затемнить, это я тоже помню, и какой-то добавить, возможно, другой еще оттенок. Можно индиго туда добавить сейчас будет, можно розового добавить, то есть чтобы у нас внизу получилась имитация листвы, да? Но вот эти вот затемнения мы сразу не делаем. Первый слой акварели, он самый светлый, самый прозрачный. Лучше сейчас недобор цвета сделать, чем перебор и тонов в том числе. Ну вот посмотрите, я сейчас даже низ работы не проработала еще, не добавила туда ни индиго, ни розовых, ни темных, а я сейчас проработаю те бутоны, которые у нас не в фокусе. Потому что если я буду работать над фоном, есть шанс, что у меня верхняя часть работы высохнет, и я не смогу туда уже добавить ничего, что потечет. Поэтому я намешала фиолетовый, светленько, нежненько я смешала карминовый и ультрамарин, получилась фиолетовая такая красочка. И вот так легкими движениями, там, где у меня уже увлажнен фоном или водой лист, смотрите, прям поверх я добавляю мои бутоны, которые у меня будут в расфокусе. Либо они совсем на переднем плане, поэтому они вышли в расфокус, либо они за теми главными героями, которые в фокусе, вот за этими. Они где-то там, вот, где-то там они сзади. Вообще нужно хорошо сразу продумать вашу работу и понимать, какие бутончики будут у вас в фокусе, четко очерченные, а какие будут немного размыты, потому что есть такие бутоны, которые хочется сделать, вот цветочек частично он там, листики у него четкие, а частично размытые. И вот сейчас размытые листочки рисую прямо сейчас, а те, которые будут четко очерчены, они должны быть очерчены уже фоном и проработаны чуть позже. А те, опять же, стебельки, которые у нас должны быть размыты немного, а они почти все будут размыты, и можно сейчас все их легонечко нарисовать, а потом те, которые должны быть четкие, мы прорисуем поверх. Также рисуем сейчас. Ну и переходим плавно к нижней части работы, там добавляем более темных, смелых моментов, добавляем индиго наш, розовую. Помним, что при смешении трех основных цветов, синий,
розовый в данном случае, ну, вообще это красный, да, синий, красный, желтый. У меня это индиго синий, розовый, карминовая и желтый, кадмий желтый. Получается серый цвет. Поэтому, варьируя вот этими тремя цветами, мы можем добиться очень темных, каких-то таких почти ближе к черноте, но не черных. То есть в данном случае ближе к зеленоватым оттенкам цветов. И вот этим мы пользуемся, когда прорабатываем нижнюю часть работы, и стебельки. То есть для стебельков я тоже использую вот эти вот 3 оттенка. К сожалению, палитра не вмещается уже в кадр, но на палитре именно работают сейчас 3 оттенка. 4. Ультрамарин, индиго. Индиго для темноты, для совсем такой желтенькая, кадмий желтый, и карминовая. Ну, также можно показать какие-то темные моменты в цветочках сейчас, но с этим можно и подождать, этим можем заняться после просыхания нашего первого слоя. Посмотрите, тоже очень хороший прием, когда у нас немножечко подсох фон, буквально чуточку можно выбрать, пока он не просох до конца, какие-то участки. Очень интересно, очень здорово, когда в работе получаются какие-то светлые еще детали, где-то какие-то травиночки у нас. Вот здесь вот я высветлила ее, потом поверх прорисовала, поэтому можно кисточку увлажнить, отжать пальцами хорошенько и влажной кистью пройтись, выбрав какие-то моменты. Также вот нижняя часть вот этой вот растительности, она у меня тоже какая-то полуабстрактная, но здорово, если вы выберете сразу и сделаете какие-то вот светлые, видите, участки. Ну, потом они просто будут смотреться очень интересно в диалоге с темными мазками. То есть это тоже сейчас можно сделать, пока у нас не высох, не просох вот этот первый слой по-сырому. Ну а сейчас я предлагаю вам, пока у нас слой не высох до конца, он немножечко уже такой в бумагу ушел, влага наша, но не высох, сделать все-таки темных акцентов в траву, чтобы она у нас не была сильно проработана, как вот эти бутоны. Цветочки у нас это главные герои, трава второстепенные, поэтому самое время сейчас намешать темных оттенков из индиго, из розового, ну, из желтенького. Посмотрите, поварьируйте цвета в такую зеленоватую сторону и сделать такими темными акцентами кое-где нашу травку. То есть не полностью ее там проработать, а буквально несколько штришочков вот таких, чтобы у нас появились. Будет интересный полуразмытый такой эффект. И можно, посмотрите опять же на влажность листа, можно сделать какие-то такие длинненькие стебельки у цветов. И, в общем-то, все. Это первый слой. Мы заканчиваем над ним работу. После этого работу надо очень хорошо просушить. Я не тороплюсь делать, поэтому я ее оставляю. Она у меня просохнет. Если скотч где-то там отвалился, такое может быть, потому что работали с большим количеством воды. Скотч мы потом опять подклеиваем, приклеиваем и уже будем работать вторым слоем по сухому. Когда у нас работа высохнет, она обязательно немножечко посветлеет, и мы уже решим, каким
каким цветом, какой насыщенностью выполнять остальные элементы нашей лесной цветочной работы. Вот они, мои кисточки рабочие. Посмотрите, это такая плоская, толстая. Это белка микс, и это малюсенькая. Может быть колонковая кисточка, но у меня это имитация белки.